Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. На своем канале я ищу клад на различных свалках-помойках. В общем, все, что удается найти вам, мои дорогие зрители, показываю. В этот раз попался мне вот такой мешочек. Обошелся он мне в $2. И я увидела, что это небольшой лот с зажимами для платков или дресс-клипы. Что-то вот такое сборное здесь есть. Вижу, что с ценой какой-то предметик есть. В общем, сегодняшний пакетик будем разбирать. Но перед тем, как приступить к рассмотрению вот этого небольшого лота, хочу похвалиться своей вот этой находкой. Те зрители, кто давно смотрит мои видео, знает, что я также коллекционирую и ложки. У меня есть коллекция ложек, и ложки эти винтажные, их собирала еще бабушка моего мужа, так что многие из этих ложек, ну в целом вся эта коллекция относится к 50-м, 60-м, 70-м годам. И некоторые ячейки пустые, ну так вот и было на самом деле. В таком виде эта коллекция ко мне и попала. И я всегда стараюсь пополнять коллекцию какими-то новыми предметами. Ложки необычные. Традиция коллекционировать ложек возникла не случайно, потому что по рождению ребенка, либо на годовщину младенца, ребеночка, всегда было принято дарить ложки. Это символ богатства, благополучия, счастья. И вот с тех пор появилось такое выражение: родился с золотой или серебряной ложкой во рту. Так что вот традиция эта сохранилась, ну и я стараюсь по мере своих сил и возможностей ее продолжать. Так что покупаю ложки. Вот эта ложка винтажная. Здесь, посмотрите, уточка. Разные интересные сюжеты есть. Здесь написано Миннесота, по-моему, да? Ну, есть вот серия ложек. На каждой ложке изображен вот здесь очертания того или другого штата. И, как правило, по традиции, что относится к этому штату или символ какого этого штата, может быть вот подвесочка. Но вот эта ложка в идеальном состоянии. И обошлась она 50 центов. Когда-то она стоила 4,99. Видите, цена. И так, хочу найти год. Так, год не найду, не вижу. Ну, понятно, что она винтажная. Ну, хранилась она, видно, вот на крючочке. Мне придется эту ложечку вскрыть, так сказать, достать. И, естественно, я ее буду помещать в эту коллекцию. Как-то вот тут рассоединяется, да. Сейчас, минуточку. Выпустим на свободу. И эта ложка примет свое достойное положение в моей коллекции. Здесь никаких больше маркировок нет. Такая приятненькая. Здесь вот видите уточка. В общем, ложечка свое место заняла. Эту часть, конечно, я выбрасывать не буду. Вдруг да и пригодится. Ну и давайте приступим к разбору этого пакета небольшого. Тоже спрашивают меня, почему пакеты так упакованы, аккуратные с ценой. Потому что, мои дорогие, на свалку эти пакеты попадают из сетей торговли, так сказать. Из гудвиллов, из различных мелких винтажных, сувенирных каких-то магазинчиков. Это те мешочки, те украшения, которые не продались и попали просто вот на выброс, на свалку. Так, не так много здесь этих зажимов для платков. Ну, давайте приступим вот к первому. Это вот такой мелкий, 50 центов когда-то стоил. Ну, у меня коллекция небольшая зажимов, тоже я вам их показывала. Ну и как дополнение в ту коллекцию эти украшения пойдут. Все реже и реже встречаются именно и дресс-клипы, и зажимы для платков, поэтому я стараюсь их покупать. Здесь вот такой
квадрат, да, на самом деле это квадрат, но я так предполагаю, что носить его нужно как-то вот в форме листа какого-то. Маркировки нет. Ну, такой вот обычный, в хорошем состоянии. Зажим для платка. Так, следующий. Тоже вот такой зажим у меня, похоже, есть. Или такой же почти есть. Тоже, по-моему, помельче. А этот такой прям крупный. Сочетание глянцевого металла и с брошировкой металл. И он такой тугой. Маркировки тоже не вижу, мои дорогие. Если маркировку видите, напишите, потому что так бывает при распаковке каких-то лотов. Не сразу можно заметить. Но вот этот вот такой тоже симпатичный, приятненький предметик. Так, следующий тоже зажим для платка. Здесь вот я вижу что-то маркированный. Так, минуточку. А, здесь написано Plié de USA. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас сфокусируется. Вот так это все написано. Он такой интересный. Тоже в хорошем состоянии. Без потертостей. Так, следующий. А вот подобных предметов у меня много. Ну, конечно, надо почистить. Такие пыльненькие. Мне, кстати, нравится вот подобный стиль. Я их называю чеканка. Сейчас посмотрю. Так, маркировки не вижу. Так, я даже предполагаю, с каким украшением можно вот этот треугольник носить. Сейчас, минутку. Так, и вот совсем недавно надевала вот эти вот клипсы, не клипсы, это серьги-пусеты, крупные, такие прям даже подиумные. И они выполнены, вот эти вот серьги, и вот этот держатель для платка ну, в одной технике, грубо говоря. И мне кажется, они вместе тоже хорошо смотрятся. Смотрите, как будто бы это нос и глаза большие. Тоже, мне кажется, вместе они вполне могут сочетаться, если еще какую-нибудь геометрическую форму найти, либо подвеску, либо брошь. Будет просто здорово, да, какая-то геометрическая такая тема. Круг и треугольники. Ну и давайте приступим к следующей части сегодняшнего видео. Я в прошлом своем ролике показывала вам шкатулки сердечные, я их называю, в форме сердец, различные шкатулки. Вот здесь еще я их не убрала, кому интересно то видео, посмотрите. И сегодня продолжаю тематические видео показать решила я вам розы. Розы не просто розы в качестве рисунков, да, вот есть у меня такая сердечная тема, тоже изображение роз, а именно... Да, и в прошлом видео у меня одна из зрительниц написала, что это дешевые шкатулки, на самом деле ширпотреб, потому что вот эта кайма пластиковая. Мои дорогие, это не пластик, это металл. Слышите? Вот это обрамление и сама вот эта каемка, она из металла, и причем металл выполнен вот в такой форме, как бы рисунок тоже такой очень красивый, и сам замок, он металлический, так что зрительница ошибается, говоря о том, что это дешевое что-то, ширпотребное, китайское. Нет, на самом деле это металл. Что касается вот прошлой шкатулки тоже, которую я вам сейчас минутку показывала, вот это, да, вроде, извините, пока розы в сторону, да, это то же самое, это тоже металл. То есть, как бы там она не выглядела дешево, но, тем не менее, это все металл. И сама застежка вот эта вот тоже металлическая. Так, ну, давайте приступим к розам. Вот эту шкатулку увидела, была очень рада. И красивущая в технике, как это, потрескивание, рекалюр, если я неправильно назвала, поправьте меня, пожалуйста. Великолепнейшая шкатулка.
такая работа, ну, в стиле как бы состаривания, да, но этот вот стиль мне очень нравится. На самом деле это винтажная шкатулка. Все розы, на мой взгляд, выполнены, ну, во всяком случае, вклеены вручную. Обошлась она мне когда-то $1.50, что ли, да? И это Painted. В общем, это 1997 год, Китай. Ну, 97 год, вот. Все-таки винтажная шкатулочка. И можно сказать, как сестренка этой шкатулки тоже мне попалась. И, конечно, я ее не могла пропустить. Тоже вот такая роза. Ну, с первого взгляда ясно, да, что это одно и то же. И так оно и есть. Это тоже год написан. И, конечно, давайте покажу, что в этих шкатулках. Думаю, вам тоже это будет интересно. Ну и, конечно же, в розовых шкатулках, конечно, розы. Вот такой кулон. Быстро покажу. Конечно, это Avon. Такая на фарфоре деколь с дорисовкой. Следующая роза. Это брошь, довольно старенькая. Видите, немножко как бы с искривлением сам крючок, но я не стала его выправлять. Возможно, так оно и задумано, потому что закрывается хорошо, открывается хорошо, в медном оттенке. И очень тоже такая нежная, красивая роза. Так, следующая роза желтая, уже такая более интересная, изящная, с кристалликами Аврора Бореалис на лепестках. И, так, это маркировки нет, по-моему. Ну, в общем, вот такая тоже красивущая, очень красивая, нежная. Так, следующее. Хотела взять, посмотрите, здесь вот на дне даже самой шкатулки, это тоже часть шкатулки, она не убирается, видите, часть шкатулочки. Это вот такая пластиковая деталь, ну, подвесочка, вероятно. И вот такая подвесочка тоже розы. Так, ну, надо ускоряться, да, немножко. Вот в этой шкатулке тоже роза. В этой же технике выполнена вот такая роза. Это подвесочка. И видите, в самой шкатулке тоже по центру есть вот такие вот 3 розы. Так, здесь есть маркировка. 19-20, извините. И вот такая подвеска, тоже розы. Просто чудненькая вещица. Так, ну следующую розу, которую тоже я вам показывала, это написано, сделано в Китае, но это, сейчас, минуточку, открою. Это Мэри Кей. Смотрите, здесь вот Мэри Кей написано. И то же самое, техника та же самая. Это тоже металл, холодный. А здесь не розы, а почему-то сердечки. И вот такие мусипушки, по-моему, это фиалочки, серьги мелкие, очень красивые. Так, ну ладно, пусть тут оно и будет. Ну, мелкая шкатулка, естественно, какие-то мелкие предметы в ней только можно хранить. Такая вот чудная. Следующая роза, шкатулка, я, как уже сказала, сегодняшняя тема роз именно вот прям объемные, чтобы это были розы-розы. И на крышке вот такая чудная роза. Здесь серьги, по-моему, Джапан. Так, точно. Джапан. Наборные или наборные, как вам удобно. Жемчужные. Следующие. Вот такие. Аврора Бореалис. Кристаллики. Очень красивые, кстати. Про них я забыла. Нужно доставать и носить. И вот такие подвески. Серьги тоже нежные, кстати. Очень красивые кристаллы в них. Не буду долго останавливаться. Так, следующее. Почему-то вот здесь вот
эмаль в технике перегородчатой, но это такая какая-то грубая версия, скажем, почему-то тут оказались. И одна сережка вот с таким кристаллом. В общем, вот эти вот серьги идут в другую компанию, а вот это вот думаю, что стоит оставить. Это я буду перекладывать в те вещи, которые носить можно. Буду носить. Ну и следующая шкатулка, которая дождалась своего часа, это вот такая шкатулка, но здесь еще и фиалки. Видите, это прям букетик. Она имеет, знаете, как вот перламутровое покрытие. Она стеклянная и перламутровое такое покрытие. И как шедевр сегодняшнего показа, вот такая чудная брошь. Люблю я эту брошь. Редко, здесь нет, кстати, маркировки, редко достаю, показываю вам. Сама любуюсь. И это, по-моему, Germany. А нет, посмотрите. Броширование обратной стороны говорит о названии компании. И это вот такая вот чудная, великолепная брошь. Надеюсь, сегодняшний показ вам понравился. Всех люблю, целую, обнимаю. Обязательно напишите свои впечатления. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.